Канал Валерия Табакова представляет. Львовская антижурналистика давит на суд. Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня большая часть аудитории моего канала следит за судебным процессом в деле об убийстве Фарион. И в частности за освещением хода этого процесса в СМИ. Так вот, совсем недавно на каналах «Говорит Великий Львов» и НТА, то есть рупорах украинской этно-нациоцентрической идеологии, поддерживаемых традиционным, исключительно для Львова, украинским греко-католическим сообществом, находящимся под прикрытием Папы Римского, то есть сообществом, управляемым из-за рубежа, вышло расследование под названием «Секта поддержки Зинченко». Это расследование направлено против группы женщин, поддерживающих обвиняемого в убийстве Фарион Вячеслава Зинченко. Мы, друзья, не будем гадать о целях этого расследования и критиковать его методы, а попытаемся объективно разобрать это видео с точки зрения журналистской этики и морали. Итак, первое. Структура и логика изложения видео. Видео выглядит как хаотичный поток мыслей, который трудно воспринимать из-за отсутствия четкой структуры. Автор расследования перескакивает между описаниями событий, личными суждениями, цитатами и попытками анализа, не создавая целостной картины. Например, начав с описания группы поддержки Зинченко, вдруг резко переходит в субъективное «это такая конкретная вата», без объяснения, что это означает в контексте. Рассказ о том, как журналистка втерлась в доверие, не подкреплен деталями, как именно это ей удалось, какие методы использовались. Это оставляет зрителя в неведении и догадках. Эпизоды судебных заседаний, супермаркета, генделика и соцсетей перемежаются один с другим без каких-либо логических связей. Чем больше напоминает дневник, чем расследование. В этом смысле автору этого видеорасследования было бы лучше предложить разделить видео на четкие блоки. Вступление, контекст дела, описание группы поддержки, кто они, как действуют, анализ их мотивации, доказательства, гипотезы, разоблачение журналистки и выводы. Это добавит видео порядка и понятности. Но пока ни порядка, ни понятности видео не демонстрирует. Второе. Стиль и язык. Язык видео грубый, часто непрофессиональный и чересчур перегружен эмоциональными оценками, что подрывает авторитетность этого видео как журналистского расследования. Фразы вроде «такая конкретная вата», «белый пушистый», «слушайте, а почему мы такие тупые» звучат как разговорная импровизация, а не продуманный сценарий. Они больше подходят для уличной беседы где-то в подворотне или парадном, чем серьезному журналистскому материалу. Постоянное использование сленга, генделик, фанфурики, без пояснений вообще отталкивает зрителей, незнакомых с этими терминами. Также в видео есть многочисленные ошибки транскрипции прямой речи, циктоци вместо тикток и непонятные конструкции. Прогону староглуха. Что это вообще за сленговый новояз? Поэтому автору стоит поработать над тем, чтобы очистить видео
от избыточного сленга, заменить эмоциональные выкрики на нейтральное описание и исправить ошибки. Например, вместо «такая конкретная вата» использовать группа с предположительно пророссийскими симпатиями, а прямую речь подавать корректно и с пояснениями, чтобы зрителю было понятно, кто и что говорит. Третье. Доказательная база и аргументация. Видео претендует на расследование, но фактически не предоставляет убедительных доказательств ключевых тезисов. Утверждения о кураторах со стороны Москвы и руке ФСБ абсолютно ничем не подкреплены, кроме личных убеждений автора. Я уверен. Где конкретные факты, переписка, финансовые следы, свидетельства? Их нет. Описание поведения группы поддержки, покупка икры, исполнение песен на русском языке подается как доказательство их ваты, но это лишь поверхностное наблюдение, которое не подтверждают ни координацию, ни финансирование. Свидетельство Александра о другом убийце, то есть о том, что человек в панамке и велоочках и Зинченко – это разные люди, отметаются как ненадежные. Но почему? Автор обещает проверить, но так и не возвращается к этому. Поэтому автору расследования в ситуации, когда доказательства отсутствуют, нужно честно признать это и строить видео не как разоблачение, а как гипотезу. Например, мы не нашли прямых доказательств финансирования из России, но некоторые признаки указывают на возможную связь. Иначе видео выглядит как голословное обвинение и клевета. Четвертое. Этика и объективность. Автор слишком предвзят. Что видно из ее оценок? Вата, не лучшие представители социума. Это вообще-то противоречит принципам журналистики, где зрителю должны представляться факты, а не готовые, ничем не подтвержденные выводы. Оскорбительное отношение к героям, даже в случае, если они поддерживают подозреваемого, снижает доверие к видео. Почему? Их позиция автоматически вата, а не, например, искренняя вера в невиновность Зинченко. Постоянные нападки на погибшую Фарион в исполнении группы поддержки подаются без контекста. Почему они так настроены? Это могло бы добавить материалу глубины, а без этого видео выглядит просто как мелкая и поверхностная демагогия. В этой связи автору следует сбалансировать видео, добавив версию группы поддержки, почему они верят Зинченко, и, избегая оскорбительных ярлыков, дать зрителю самому оценить персонажей. Пятое. В видео анализ подменен эмоциональностью. И в этом смысле видео больше похоже на эмоциональную исповедь, чем на реальное и непредвзятое расследование. Автор часто уходит от темы, вставляя личные рефлексии. Почему мы такие тупые, без настроения, что отвлекает от сути. Финал видео «Настало время для нового разоблачения» звучит пафосно, но не подкреплен результатами, что именно удалось выяснить. Поэтому автору следовало бы сосредоточиться на фактах и анализе, а не на эмоциях, и завершить видео четким выводом, что стало известно и какие вопросы остались открытыми. Общий вывод такой. Видео имеет потенциал как журналистское расследование, но в представленном виде это сырой, эмоциональный и плохо структурированный материал. Оно больше похоже на черновик, чем на готовый продукт. Чтобы довести его до ума, следует
четко структурировать повествование, убрать излишнюю эмоциональность и сленг, подкрепить обвинения доказательствами или признать их гипотетичность и, естественно, строго соблюдать этические стандарты и объективность. Без этих изменений видео представляет собой субъективный выплеск и кустарное изделие дилетанта, которые абсолютно никого не убеждают и оставляют неприятный осадок предвзятого отношения с призывом к такому же предвзятому отношению аудитории и в том числе судейской коллегии к обвиняемому и его сторонникам. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. Подписывайтесь, лайкайте, распространяйте, комментируйте, донатьте. До новых встреч!